Девчонки, всем привет! Сегодня мы с вами будем краситься новой палеткой от Наташи Денона I Need a Nude. Я уже снимала первые впечатления и делала один макияж. Сегодня я планирую сделать еще 3 макияжа. Как обычно, я поступаю с новой палеткой на одном глазу, на втором глазу и финальный образ. В прошлом видео с макияжем первыми впечатлениями я просто наобум выбирала первые попавшиеся мне оттенки. В этот раз я хочу сделать максимально персиковый макияж, максимально лиловый макияж, максимально серый макияж. И хотелось бы еще сделать что-то вечернее а-ля коричневые смоки. Ну, конечно, не смоки-смоки, а просто с темным шиммером на все подвижное веко. Не знаю, насколько у меня получится, потому что на первый взгляд шиммеры в палетке достаточно однообразные, просто различаются по темноте. Но по температуре они выглядят одинаковыми. Я хочу попробовать сделать вот именно разные макияжи, чтобы была видна разница на глазах, потому что если смешивать оттенки вот привычным способом, ну, как бы вот не заморачиваясь, просто комбинируя разные, то я думаю, что все макияжи этой палеткой будут, ну, примерно плюс-минус одинаковые. Так что давайте начинать, и, наверное, начнем с самого тепленького макияжа, который можно этой палеткой сделать. И я, как и в предыдущем видео, буду выстраивать форму вот этими двумя оттенками, которые имеют персиковый подтон. Давайте приблизимся. Надеюсь, вам хорошо. Мне хорошо. Нанесла на глаз базу. И давайте ее припудрим. Есть тут оттенок Fair, светленький. Припудрю базу. Угу. И давайте начнем с оттенка Вид, посветлее. Я заранее извиняюсь, если неправильно произношу оттенки. На глазах этот оттенок, ну, прям откровенно персиковый, тепленький, во всяком случае на мне. Хорошая дымка получается на глазах. Пущу этот оттенок по нижнему веку. Берем вот этот вот оттенок, который я все стесняюсь прочитать, то ли вак, то ли вок. Он уже потемнее, но тоже очевидно персиковый. Красиво оттенки ложатся. Я думаю, что он прямо хорошо дал затемнение. Дублирую его по нижнему веку. Хорошая мягкая тушевка получилась, и я думаю, никто не будет спорить, что однозначно теплая. Теперь я думаю, что мне придется посвотчить шиммеры, чтобы найти из них самый персиковый. Ну, ставку делаю вот на этот оттенок. Да, давайте его возьмем. Это оттенок Shane. Это как раз, я так понимаю, новая формула Glossy Wet. Наношу пальцем.
Ради интереса попробую кисточкой. Кисточкой набрался очень хорошо. И мне больше нравится, как переносится он кистью. Хотя я была уверена, что эта формула лучше будет наноситься именно пальцем. Я бы сказала, что на пальце этот оттенок больше блестит, чем на веке. На веке достаточно скромненько. Ну, вот как и на сводче. Если честно, это больше похоже на обычный хороший сатин. Давайте нанесу его еще на нижнее веко. Я думаю, что в уголочек глаза мы с вами можем нанести оттенок Muse. Он в самой блестящей формуле, которая на данный момент есть у Danone, на мой взгляд. Такая же формула, я так понимаю, была в палетке Юка и выходит вот в палетках, которые комбинированы с продуктами для лица. Он на кисть очень плохо набирается и кисточкой переносится отдельными блестками. Но я так и хочу его нанести, не буду его наслаивать, потому что в уголке глаза и в данном макияже хочется видеть его в таком более легком, скажем так, исполнении. Когда наносишь его кисточкой, он очень смахивает на какой-то корейский спаркл. И вот как-то так выглядит первый макияж. Это наиболее очевидный, самый теплый, самый носибельный, нюдовый дневной вариант. Здесь не хватает карандаша. У меня будет светлый карандаш слизистый, коричневый карандаш по ресничному краю, ну и тушь. Сейчас все сделаю и покажу вам финальный результат. И первый макияж готов. Давайте смотреть. Вот так вот он выглядит. Если рассматривать этот макияж стереотипно, то это дневная версия, носибельная. Это макияж в офис или макияж на утренний кофе в кафе, предположим, или какую-то casual прогулку. То есть девушка с таким макияжем выглядит ухоженно и гармонично со своей внешностью, без ярких акцентов. Уникальный ли этот макияж? Нет, не уникальный. Можно ли сделать другими палетками такой макияж? Конечно, можно. Кто что спорит. Понравилось ли мне его делать? Да, максимально легко, просто ничего тушевать не надо. Мне такие оттенки идут. Это очень комфортные тени. Вот сейчас на первый взгляд. И очень комфортные получаются макияжи, особо думать не надо. Давайте делать второй глазик. В общем, план такой. Взять вот эти два нижних оттенка, Mesh и Tender. Взять Sparkle Delila или Delilah. Он очень красивый должен быть. И в уголочек глаза сделать акцент оттенком Mia. Сначала, конечно же, припудриваю базу оттенком Fair. Так, ну что, берем Mesh. И смотрим, что он мне, какой он подтон на мне выдаст. Пока вижу, что оттенок такой
легко пигментированный, потому что я бы хотела в следующем макияже уже как завершающий образ, который будет, использовать оттенок Stone и понять, в чем разница этих оттенков. Это действительно оттенок складки, и на первый взгляд, знаете, он больше нейтральный. Этот оттенок по ощущениям как будто суховат и суше остальных. Суше остальных матовых оттенков. Он даже немножко как камушек подзатерся. Ну вот я даже на своей внешности не вижу особой его серости. Угу. Напишите, что вы видите в камере. Я пока не пойму. Теперь берем оттенок Tender. Я постараюсь сделать форму этими двумя оттенками. Но если потребуется, если шиммеры будут сильно насыщенные, то я еще углублю тушевку, но не хотелось бы. Вот он уже дает прям такую серость мне в складочку. И так достаточно прям затемнил. Дублирую все на нижнее веко. Когда я делала первые впечатления, я сказала, что оттенки не пылят. Но в действительности, если суетиться и тыкать кистью, конечно, пылят. Ну, вот я бы сказала, что это все, и больше бы тушевать не стала. Хочу взять вот этот вот красивущий оттенок Делила. Хочется его назвать Делайлой. Очень красивый. Какой-то такой нейтральный. И, судя по сводчам, он должен нанестись тоненько, гладенько. Достаточно плотно. При этом по цвету я имею в виду. И в нем такие крупные серебряные блестки. Я вот его наношу пальцем, и он летит под глаза. Вроде красиво лег, подтушую. Закончить этот макияж хочу светлым спарклом Мия. Мия — это у нас формула, если я правильно понимаю аббревиатуру, Sparkling Wet. И он тоже хорошо наносится кисточкой, как и вот этот вот оттенок. По теням это все. Сейчас я закончу черным карандашом, бежевым карандашом, тушью, почищу зону под глазами и вернусь к вам. Ну что, готов второй макияж. Мне кажется, что этот макияж скорее нейтральный, в серость он не уходит. Тушевка мне далась очень легко, никаких проблем не возникло. Очень приятное сияние, не вырвиглазное. Очень все достойно и со вкусом, мне нравится. Почему-то вот эта сторона выглядит не такой сияющей, но мне кажется, что при прямых солнечных лучах и при искусственном освещении вот этот вот спаркл, который Делила, он будет очень красиво смотреться. Мне нравится такое свойство некоторых теней, которые при дневном освещении смотрятся повседневно и носибельно, а если ты заходишь в какое-то электрическое уже вечером освещение или на солнце, на ярком, они становятся ярче, более блескучие, полностью раскрываются. Это тоже, в принципе, интересно. Пойду умываться и будем делать третий макияж оставшимися оттенками. Я вернулась, готова делать третий макияж.
И в третьем, последнем макияже я хочу задействовать оттенки, которыми еще не пользовалась. Это будет оттенок Stone. Судя по его названию, это должен быть прямо какой-то более прохладный такой оттенок. Сравним его потом вот с оттенком Mesh. На сводчах разницы, ну, она очень маленькая. Также оттенок Silhouette буду использовать в затемнении. И у меня задача использовать шиммеры, которыми я еще не пользовалась. Во-первых, вот этот вот оттенок Filigree, я бы его прочитала. Потом оттенок Travertine. И я еще не использовала оттенок Whisper. Давайте все это посводчим, чтобы понимать, что куда наносить. Вот так вот они выглядят. Это будет на все подвижное веко. Это может быть на нижнее веко, а этот оттенок в уголочек глаза. Угу. Должно быть красиво. Базу свою от Urban Decay я уже припудрила. И беру оттенок Stone. Я, кажется, поняла разницу между оттенками Stone и Mesh. Stone более пигментированный. А вот и все. Они могут использоваться по-разному, хотя в одной тональности. Не знаю, много ли кому это надо. Мне такая вариативность нравится. И я расскажу об этом в выводах. Вы знаете, это вообще-то серовато-прохладный оттенок. Господи, как он шикарно лег. Я бы сказала, достаточно. Давайте его нанесем на второй глаз. Вот в жизни мне бы такого затемнения за глаза хватило. Но мы возьмем оттенок Silhouette. Возьму его маленькой кистью, чтобы сильно не размахиваться. На сводчах этот оттенок слабо пигментированный. Ну, в тушевке сейчас посмотрим, как он себя ведет. Ну, вот я бы сказала, что мне такого затемнения хватит, но я вижу, что грешу я этим. Я самый темный оттенок все время боюсь вытягивать вот сюда наверх. Мне все кажется, что я сейчас себе сделаю слишком много драмы, поэтому я очень часто не дотушевываю темноту, не поднимаю ее из складки. Я знаю, что это как бы не очень хорошо, но не всегда видно свои макияжи со стороны. Девочки, я тут себе что-то наделала. Я тушевала, я вам честно скажу, я недовольна. Такое все серое, это вообще не мое. И точно знаю, что это первый и последний раз, когда я использовала на глазах сочетание вот этих вот двух оттенков в палетке. Нет, я больше никогда не буду вот этот оттенок использовать в таком большом количестве. Жуть. Причем я его набивала, и это максимальный вообще эффект на глазах, который получается. Мне не нравится тушевка. Я ни в коем случае не претендую на мастерство. Я, может быть, просто не умею делать тушевку серым, и я не особо осторожничала. Я жду быстрого результата от теней Наташи Деноны, и не хочу с ним маяться. Ну и вот в итоге я тушевала минут 5, задолбалась и решила, что все хватит. Я сейчас нанесу блестяшки, а потом, может быть, еще подтушую уголочки и посмотрю, как это вместе будет смотреться. Значит, какой оттенок я хотела взять? Вот этот вот оттенок Filigree. Красивый оттенок, дублирую по нижнему веку. Теперь возьму оттенок Travertine. Я бы его охарактеризовала как слабенький, если честно. И завершу оттенком Whisper. Пока какая-то жуть и грязь.
Я хочу все-таки нанести оттенок Muse на пик подвижного века, чтобы хоть как-то радости добавить в этот макияж, блин. Ну ладно, так лучше намного. Мне просто не нравится, когда в палетках, знаете, есть такие оттенки, которые нужно вытягивать другим классным оттенком. Зачем мне что-то вытягивать в 23-м году? Ну вот так классно. Так сразу смотрится лучше, скажем так. Я сейчас все почищу, потому что вот этот оттенок филигрей нападал мне под глаза с какой-то радости. Попробую подправить тушевку, насколько это возможно. Добавлю карандаши, тушь и вернусь к вам. Девчонки, я наконец-то закончила. Я засекла на камере. Я делала этот макияж полчаса. Для меня это очень долго. С другой стороны, обычно я и не делаю серую тушевку. И что я хочу сказать? В зеркале все смотрится идеально. На камере я вижу пятна. Я уже не знаю, как их тушевать. Я вижу вот здесь пятно. Да, прям видно, вот здесь вот не набивается. Ну, здесь вроде ничего, но тут вот кончик тоже залипает. Издалека, ладно, сойдет. Я ничего не хочу сказать по поводу вот этого оттенка силуэт, потому что, ну, это холодная тушевка, и я не могу сказать, что я прямо в ней какой-то мастер. То есть, возможно, это просто мои кривые руки. Вышла бы я на улицу, да, я говорю, в зеркале все идеально, поэтому, да, на улицу бы я с таким макияжем вышла. Буду ли я еще раз повторять такой макияж? Да ни за что в жизни. Просто мало того, что, в принципе, я такое серое не ношу. Это самый, наверное, холодный вариант, что можно слепить из этой палетки. Я точно повторять не буду. Получается, этой палеткой на данный момент я воспользовалась 4 раза. 4 макияжа я сделала. И это самый нелюбимый мой макияж. Он эффектный, но, во-первых, только потому, что я опять взяла вот этот самый блестящий оттенок. Шиммеры, которыми я воспользовалась, вот этот в уголочке глаза, ну ладно, пусть будет. Вот этот вот очень блеклый. Вот этот вот летел под глаза, самая моя нелюбимая формула, хотя вот он на внешней части подвижного века, он красиво смотрится. Ну и тушевка серыми, вот этот вот оттенок при добавлении темного силуэт сразу уходит в серость. Вообще силуэт просто на самом деле очень пигментированный оттенок. Вы можете посмотреть множество видео других девчонок, скорее всего, они справлялись с этим оттенком. Я не сказала бы, что он для меня безопасен, и не сказала бы, что я бы стала повторять такое. И, в принципе, на самом деле, такого типа макияжа я не ношу. Они утяжеляют мне глаза. И пока макияж свежий, я смотрю прямо на вас, улыбаюсь. И как-то вам показываю этот макияж, он будет смотреться красиво. Но как только я его чуть-чуть поношу, при каких-то ракурсах, наклоненной головы, как-то еще, такие макияжи на мне смотрятся, как будто я очень сильно устала, глаза вваливаются. Поэтому такое я сделала только для обзора. Давайте, наверное, поговорим по палетку. Я, конечно, себе подпортила общее впечатление вот этим макияжем. Слишком много я на него времени потратила. Так не должно быть, я считаю. Но в целом мне палетка, конечно, понравилась. Я хотела бы с вами обсудить оттенки. Сначала начнем с матовых. Во-первых, вот этот вот оттенок, который называется Fair, то есть бледный. Им можно закрепить базу, например, но надо иметь в виду, что все-таки у него есть розоватый подтон, и он может давать оттенок. Чем светлее ваша кожа, тем виднее его будет, это все понятно. После того, как вы, скажем так, закрепили базу или нанесли самый светлый оттенок, там уж опционально, далее у вас выбор уйти в 2 тональности. В серо-лиловую или в персик. У Наташи некоторые оттенки, некоторые матовые, имеют свойство наслаиваться. То есть вы наносите его, он вот такой вот светленький, по мере того, как вы его набиваете, он может углублять цвет как бы и прекрасно работать и в растушевку, и в затемнение. Я помню точно, что в мини-ретро у меня
такие же впечатления остались от матового бежевого оттенка. То есть у нее некоторые формулы матовых, некоторые матовые, как будто наслаиваются, углубляют сами себя. Вот этот оттенок не такой. Вот он просто персиковый, сколько вот вы его не набираете, он не углубляется, скажем так. В отличие от оттенка Вак. Он как раз-таки наносится вот таким вот каким-то персиково-терракотовым, и его можно затемнить. То есть вы его наслаиваете, и в складочку он становится насыщеннее, скажем так. И такая же ситуация, и, собственно, этим объясняется два похожих здесь оттенка с серо-лиловой гаммой, если вы в нее пойдете. Вот этот оттенок Mesh, он очень легкий, им смело можно размашисто работать кистью. Он вот какой есть, так он на вас, на кожу и ляжет. Он не слишком пигментированный. Вот этот оттенок Stone, он как раз-таки более пигментированный, и его можно нанести как легко, что его практически и не отличишь от оттенка Mesh, так и достаточно интенсивно, как бы его наслоив, скажем так. То есть эти оттенки, они, конечно, минимально отличаются по цвету и подтону, но главное их отличие в том, что вот этот вот, он не такой пигментированный и не такой наслаиваемый, а вот этот оттенок, он уже более глубокий и дает вам возможность наслоить. Ну и вот этот оттенок мы им затемняем еще больше, и вот этот совсем темный. У него сухая формула, при этом он пигментированный. Наносишь его вроде... Я не люблю такие оттенки, на самом деле. Его наносишь вроде чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом у тебя вот это на глазах. А я такой не ношу, соответственно, не умею тушевать, соответственно, не готова тянуть тушевку. То есть я как бы понимаю, чтобы у меня была идеальная тушевка, мне нужно было еще туда отвести тени, а я не хочу, мне это не нравится. То есть, ну, это чисто вкусовщина. Я точно знаю, что сочетать вот эти два оттенка я больше не буду. Мне для затемнения в этой палетке точно хватит вот этих двух оттенков и вот этого. То есть вот этот оттенок силуэт у меня точно пойдет только на какие-то стрелочки, либо чуть-чуть что-то где-то притемнить. Поэтому, девчонки, если вы не смело работаете с серовато-коричневыми тенями, я бы вам с осторожностью порекомендовала относиться вот к этому оттенку, потому что я откровенно с ним накосячила. Это самый мой пятнистый макияж, наверное, за последний год. Вот, теперь по поводу шиммеров в палетке. Здесь была заявлена куча новых формул, по-моему, 2 или даже 3. По факту, я сейчас, может, кощунственную вещь скажу, но здесь не такие уж сияющие шиммеры. Самый шикарный оттенок вот этот король палетки Muse. Он может подживать немножко века, если пальцем его сильно толсто нанести, если аккуратно, тем более если кисточкой, он очень красиво смотрится тонко, как спаркл. Если пальчиком, уже плотно и так прям по-праздничному. Красивый оттенок. Есть два оттенка. Вот этот вот Мия и вот этот вот Делила, они в одинаковой формуле. Делила мне почему-то полетел под глаза. Они вроде как сияющие, но не такие, как вот этот оттенок. То есть они с отдельными крупными блестками, симпатичные. Ладно, хорошо, имеет место быть. Вот этот оттенок и вот этот оттенок, это получается Whisper и Shein, да? Я бы сказала, что по степени блескучести они хорошие шиммеры, хорошие металлики, вот так вот. То есть это не супер что-то блестящее. И в этой палетке есть два оттенка, которые мне не понравились. Это филигри. Он очень красивый на глазах. Он у меня сейчас вот тут вот в уголочке. Очень красивый, но он просто летит, как последняя сволочь. Я терпеть не могу такие формулы. Я помню, что раньше такие формулы были у ABH в их старых палетках, вот типа Sultry, Narvine, вот которые у меня были. Вот это то же самое. Плевать, пальцем его наносили, как он все равно летит. Когда летит такой темный шиммерный оттенок, ну как бы, но он красивый, это еще ладно. Но самая паршивая овца, вот на мой взгляд, извините, если кому, девчонки, кто пробовал, нравится, это вот этот оттенок Тавертин. Он вообще какой-то ужасный.
Он жирно набирается на палец, и кажется, что он классный. Но это вообще что? Он настолько блеклый, а еще он смотрится блекло за счет того, видимо, что на моей загорелой руке и вообще сейчас вот в той степени, в которой я загорела, он максимально совпадает с тоном кожи, и он вообще не выделяется. Я не знаю, вот он такой никакой. То есть, получается, в этой палетке есть вот этот вот оттенок, который мне не понравился категорически. Не понимаю, зачем надо было его сюда класть. Сэкономить, что ли, хотели. То есть, как бы, по мне, так в нем вообще нет ничего особенного, он вообще без надобности. Его можно было сюда спокойно не складывать, и палетка бы ничем не проиграла. Мне в итоге нравится моя покупка, мне нравится эта палетка. С ней получаются хорошие дневные, повседневные, аккуратные такие макияжи, ухоженные девушки, женщины. Очень хорошая палетка, классная, но вот говорю, для меня два момента. Опять я считаю лишний рефил абсолютно. Но добавь ты еще один оттенок вот в этой формуле. Я понимаю, она дороже. Но добавь вот еще один такой, например, который будет уходить в розовую сторону. Ну вот в этой формуле. Да вот цены бы палетки не было. Вот это вот, ну просто трата места под рефил, мне кажется, да. Ну и для меня лично вот этот темный оттенок, ну, это чисто вкусовщина, я не буду его использовать, либо только в качестве затемнения вдоль ресничной линии или просто какой-то растушеванной стрелки. А так, палетка просто золотко. Просто последний макияж мне, конечно, чуть-чуть впечатление подпортил, скажем так. Могу ли я советовать эту палетку? Да, да, могу, она классная. Хороший, классный вариант. У меня только вот вопросики к сборке, как обычно, потому что... Ну, я считаю, что можно было бы нам еще отвалить оттеночек, или, а может быть, даже и не один, вот в такой блестящей формуле. Было бы как-то более оправданно цене, скажем так. Я надеюсь, этот обзор, девчонки, был для вас информативным, что вы что-то новое для себя увидели, что вам поможет определиться в покупке или не покупке этой палетки. Пишите, пожалуйста, что думаете. Спасибо вам большое за просмотры. Всем прекрасного дня. Всем пока-пока.